Давайте проведем небольшую, но актуальную викторину. Вот вам 3 фотографии китайских машин. Сможете угадать, где тут Zikr, где Chang'an, а где XPeng? Задача, прямо скажем, для эксперта из журнала «За рулем», ну или какого-нибудь там блогера Давидыча, правда? Рядовому обывателю не то что разобраться во внешних отличиях, но даже выговорить большинство китайских брендов будет очень сложно. А ведь именно китайцев на российских дорогах становится все больше. И про путаницу с ними уже даже скетчи снимают. База, веду преследование, прошу подкрепления. Подозреваемый на... Назовите марку машины. Ну, морда как у BMW, сбоку на Porsche 911 похож, а сзади, ну, Mercedes, ну, как Ешка. Сержант, нам нужна марка машины. Ну, сейчас. Ну или давайте добавим еще больше неловкости. Вот смотрите, этот премьер Мишустин посещает в мае 2024 года выставку новейших разработок российских компаний. Ему показывают оборудование 5G и автомобиль «Волга», гордость отечественного автопрома. Но думаете, это Made in Russia? Нет. Весь автомобиль полностью произведен в Китае. Российского в нем нет ничего, даже руль и пластиковая обшивка салона тоже импортные. Ну а про 5G даже говорить не буду. В России такого делать не умеют. А вот на Wildberries можно за плюс-минус 1000 рублей купить одежду и аксессуары якобы элитных брендов. Естественно, все это made in China, как и многое другое, чем сейчас заполнен российский рынок. Детские товары, домашняя техника, бытовая химия, наконец. Чего только нет. И забавно, кстати, что при этом некоторые производители чистящих средств до сих пор по инерции продолжают писать на упаковках европейское или немецкое качество. Ну, потому что напиши они китайское качество, это средство полетит прямиком в корзину. Китайское ведь всегда у нас было синонимом дешевого ширпотреба. Конечно, качество отдельных китайских товаров стало с тех пор сопоставимо с европейским, но вот выбирать уже не приходится. Технологический суверенитет по-путински — это по факту переклеивание шильдиков с китайского джака на якобы русский москвич, ну и замена качественных западных товаров китайскими копиями, где качество — это всегда русская рулетка. И если бы дело было только в товарах. Меня зовут Павел Коныгин, и в сегодняшнем выпуске «Разборов» мы поговорим о постепенной китаизации России. Не только на бытовом и экономическом, но и на идеологическом уровне. Ждать ли нам стерильного интернета или системы социального рейтинга? Оба этих подхода применяют в КНР. И как всегда в начале я хочу поблагодарить наших патронов за поддержку и донаты. Вы помогаете нам осуществлять нашу миссию, доносить независимую информацию до наших зрителей в России и по всему миру. И напоминаю, что вы можете также оформить подписку на наши закрытые платформы и получить доступ к эксклюзивному контенту, который мы создаем благодаря вам. Пишите комменты, ставьте лайки и жмите колокольчик. И помните самое главное, что вместе мы не одиноки. В середине мая Владимир Путин ездил с государственным визитом в Китай. И это была его первая поездка после очередной инаугурации и одна из немногих после его объявления в международный розыск Гаагским трибуналом. На дипломатическом языке такой жест – это прям очень глубокий реверанс. Намек – вот с кем мы хотим дружить, поэтому к ним мы в первую очередь и едем. Но тут справедливости ради я замечу, что после решения Гаагского суда в мире в принципе не так много мест, куда Путин может поехать. Из приличных-то вообще некуда. А после того, как Европарламент, по сути, отказался признавать российские выборы, дедушке нужно как-то изображать свою международную легитимность. И вот из оставшихся партнеров Китай, конечно, самый выигрышный. Российская пропаганда просто захлебнулась в экстазе, смакуя то, как Путин и Си теперь будут править миром. Это цитата, если что. Американская пресса не без сожаления признавала: Россия и КНР близки как никогда. Путин и Си, похоже, правят миром. Как мы пришли к тому, что эти двое смогли укрепить свое партнерство и так эффективно конкурировать с Соединенными Штатами? Ну а сюжеты из Китая напоминали что-то среднее между шоу Бенни Хилла и северокорейскими новостями. Вот посмотрите. А вот так еще за полчаса до прибытия приветствовать Путина и Си, громко кричать «добро пожаловать» тренировались дети, учащиеся местных школ, среди которых немало и российских ребят, ждавших президента. Правый монархический канал «Царьград» так вообще выдал экспертную аналитику на основе плетеных стульев, куда посадили Путина и Си. И вот я цитирую: «За таким столом, в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао». И символизирует эта мебель, снова цитата, «величие вождей, которые эти переговоры ведут». Если в редакции «Царьграда» все-таки включат интернет, то авторы увидят, что и чаепитие с Макроном глава Китая тоже проводил на похожей плетеной мебели. Но суть даже не в этом. 4 года назад тот же Царьград негодовал, что китайцы наглеют и хозяйничают на российском Дальнем Востоке. Я цитирую: «Китайцы ни на что официально не претендуют, они берут молча.
Китайский бизнес уже вовсю развернул агрессивное химическое сельское хозяйство, не заботясь о сохранности земель. О нелегальном вывозе леса и говорить не приходится. Ну а теперь флюгер государственной пропаганды повернулся уже в сторону подобострастия Китаю и всему китайскому. И эта любовь, судя по цифрам, больше нужна именно России. В общем, товарообороте Китая доля нашей страны всего 4%. Не бог весть что, учитывая, что у якобы ненавистной Америки почти втрое больше. Китайцы очень не любят вкладывать деньги в экономику России. Но почему так? Они просто ребята осторожные и привыкли получать свое с прибылью, а не ждать, пока у них отберут завод. Поэтому подключать российские банки к своей системе UnionPay, рискуя попасть под санкции, это как-нибудь без них и не сегодня. А вот на газопровод скинуться, который будет прокачивать к ним российский газ из Сибири, это пожалуйста. При том, что газ этот Москва продает в Китай еще и с безумной скидкой, почти на треть дешевле, чем Европу. Ну а что же экономика России? По сообщениям Reuters, 90% микроэлектроники для летательных аппаратов, танков и ракет Путин закупает именно в Китае. И вот большая часть всех импортных китайских машин поставляется именно на российский рынок, где, конечно, продается минимум в 2 раза дороже, чем на родине. Ну а наш же отечественный автопром, который уже не первый год поднимается с колен, китайцев, конечно, не интересует. Ну потому что зачастую это тот же самый китайский автопром. Вот показали на питерском форуме новую Ладу X-Cross 5. Ну а вот так вот выглядит китайский Bestune T77. Как говорится, найдите хоть одно отличие, ну, кроме шильдика, конечно. И ирония здесь в том, что завод материнской компании этого самого Bestune в 50-х годах помогали строить специалисты именно из СССР. И первые китайские грузовики – это тоже копии наших ГАЗов и ЗИЛов. Ну а теперь мы у Китая закупаем, получается, их правнуков. Далеко же пошла модернизация по-путински. 2024 и 2025 взаимно объявлены годами культуры России и Китая. Страны обмениваются выставками, кинофестивалями, гастролями театров, ну и так далее. При этом культурная экспансия Китая в прямом смысле началась даже не сегодня. Однако война ее только ускорила и возвела в превосходную степень с элементами подхалимства. В прошлом году случился скандал в одном из лучших вузов страны, подмосковном МФТИ. Началось все с письма руководителя департамента иностранных языков о том, что отныне в университете будут изучать только 2 языка – английский и китайский. И никакого испанского, немецкого и других иностранных языков. Якобы скоро половина всей технической документации будет именно на китайском. Вот и нечего голову ненужными языками забивать, решили в вузе. Студенты предсказуемо возмутились, что им не оставили никакого выбора и даже написали петицию на имя руководства. И в итоге вузу пришлось сдать назад и признать, что, я цитирую, «выработка консолидированного мнения зашла в тупик». Но это, как водится, пока пыль не уляжется, а затем можно будет снова гнуть свое. Так может, китайский язык пригодится, чтобы понимать китайские песни? Z-издание с неловким на сегодняшний день названием «Свободная пресса» писало, что китайская попса в России скоро заткнет за пояс американскую и корейскую, и привело в пример группу SNH48, у которой в Ютубе на момент съемки этого видео аж 297 тысяч подписчиков. Ну да, Тейлор Свифт и иконы кей-попа BTS прям-таки громко рыдают в сторонке. При этом музыкальный и культурный обмен все-таки есть. Недавно в соцсети Douyin, это версия ТикТока для внутреннего рынка КНР, завирусился тред на песню «Да-да-да», казахстанского, правда, дуэта, но зато на русском. Там, где не сработают алгоритмы интернета и народная любовь, поможет административный ресурс. И вот если я спрошу вас про китайское кино, кто вам первым приходит на ум? Ну, ясное дело, наверное, Джеки Чан, а те, кто постарше, может, еще вспомнят Брюса Ли. И оба они будут гонконгцами. Брюс Ли так еще и американец по рождению. Ну а вот что там снималось в материковом Китае для абсолютного большинства россиян, это вообще загадка. Но теперь, после визита Путина, в России официально будут поддерживать выход китайских фильмов в отечественный прокат. То есть «Дюну 2» у нас показывают втихаря из-под прилавка, а тот же скрепный канал «Царьград» просто ворует западные картины и выкладывает у себя в разделе «Трофейные фильмы». Трофейные фильмы! Как вам такое? Зато с китайским кино у нас проблем не будет. В прошлом году в кинотеатрах уже показывали фильм «Король неба» про самые лучшие китайские истребители Чэнду. Или еще был фильм «Восемь сотен» про героизм одного из полков китайской армии в битве против японских войск. Получается, западное кино нам смотреть нельзя, не патриотично, но восхищаться таким классным и сильным Китаем можно. Тут суверенитет не пострадает и скрепы не разогнутся. Друзья, в эти тревожные времена наша команда из 15 человек активно работает, чтобы вы продолжали смотреть разборы и читать новости на самые важные темы. К
К сожалению, власти сделали все, чтобы реклама в нашем медиа стала невозможной. Поэтому поддержка зрителей, то есть ваша поддержка, критически важна для сохранения проекта «Продолжение следует». И я приглашаю вас поддержать нас и присоединиться к нашим закрытым каналам. Там вы найдете эксклюзивные разборы, доступные только для узкого круга зрителей. И вот уже вышли 3 выпуска. Как я воспитывал гражданина прекрасной России будущего, то есть мою дочь. И очень личная история о том, как я был в плену в Украине. Ну и еще одна тема, которая касается всех, но YouTube не позволяет ее выкладывать в общий доступ. Это тема про порно. И как война меняет порноиндустрию прямо сейчас. Ваши донаты поддерживают не только проект, но и свободу слова. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, ведь вместе мы сильнее и никогда не будем одиноки. Ссылки на закрытые каналы ищите в описании к этому видео. Власть России без заявленного культурного обмена давно косплеит все лучшее из Китая. По их мнению, лучшее, конечно. Бояться, что в страну придет великий китайский фаервол, бесполезно. Он уже здесь, и эта система, которая еще называется «Золотой щит», была придумана, чтобы фильтровать содержимое интернета в КНР. В стране не работают западные мессенджеры, заблокирован YouTube. Ну а вот из свеженького. Местный сервис микроблогов заявил, что будет удалять посты, демонстрирующие богатство и поклонение деньгам. Такая цензура объясняется увеличением разрыва между богатыми и бедными в Китае. И вот вместо того, чтобы бороться с ним, этим разрывом, проще оказывается бороться с его упоминанием в интернете. И скажите, а чем же это отличается от России? Да, YouTube у нас пока работает, но кажется, что это вопрос времени. Тем более, что за государственные деньги уже наплодили местных платформ-клонов типа Рутьюб, Русграм или Япи. Ну а сайты иноагентских медиа давно заблокированы, на них не зайти без VPN. Да и сами VPN-сервисы почти объявлены незаконно. А вот благодаря пакету Яровой информация о наших звонках и переписках давно уже доступна силовикам. И еще одно тоталитарное ноу-хау Китая – социальный рейтинг. Тут отдыхает и Оруэлл с его большим братом, и сценаристы «Черного зеркала». Города страны буквально утыканы видеокамерами, которые следят не просто за человеком, но и за его поступками. И в зависимости от того, сколько ты совершил плохих или хороших поступков, тебе присваивается социальный рейтинг. И если он ниже определенной цифры, то ты уже так себе гражданин с так себе правами. В 2018 году 17,5 миллионов китайцев не смогли купить себе билет на самолет, потому что не заслужили. Ну и еще, например, человеку могут запретить жить в хороших отелях, замедлить интернет, отказать в повышении на работе и показывать фотки злостного нарушителя перед сеансами в кинотеатре. Ну, что тут добавишь? Мне, как российскому иноагенту, такой подход, как знаком. По российскому закону я даже не могу выложить без вот этого ярлыка мем с котятами. Ну а мои друзья и коллеги теперь то ли аффилированные со мной, то ли вообще третьи лица, которые волей-неволей могут не помогать, плясать под дудку Запада, конечно. Это я цитирую замминистра юстиции сейчас. Да и иноагентом быть не обязательно, чтобы тебя урезали в правах. Достаточно просто проигнорировать электронную повестку, и вот вы уже не выездной. И не можете ни зарабатывать, как ИП или самозанятый, ни машину даже водить. И даже продать ее не можете. Ну и еще и штраф заплатите. Китай в самом отвратительном его проявлении гораздо ближе, чем кажется. Да, пока отношения между нашими странами больше напоминают известный мем, когда надо вроде как быть ближе и создавать иллюзию беззаветной дружбы. Ну, просто потому что обоим это выгодно. Но Путин явно не собирается скоро заканчивать войну, а значит, градус декларируемой любви к Китаю будет только повышаться. Но тут важно понимать вот что. Под крики о суверенитете, независимости и особом пути российские власти просто сдали огромную страну в управление Пекину. Превратили Россию в его сырьевую базу. Когда-то Кремль очень взбесила шутка сенатора США Джона Маккейна о том, что Россия – это такая бензоколонка, выдающая себя за государство. Мол, как же они посмели так оскорбить? Но вот прошло время, и бензоколонка, которая обслуживала и Запад, и Восток, и тем самым могла развиваться независимо, целиком оказалась во власти лишь одного клиента, который теперь диктует ей все правила. За время, пока Россия была энергетической сверхдержавой, как называл ее Путин, власть могла модернизировать экономику, провести реформы и сделать страну успешной и счастливой. Но вместо этого Путин подсунул нам войну, изоляцию от ведущих экономик мира и тотальный коррупционный застой внутри. Несмотря на всю свою мощь, даже Китай не может позволить себе такого, оставаясь важнейшим партнером Запада. При этом сама КНР сейчас может одним махом отключить всю экономику России. Слишком уж многое от нее зависит. И именно Китай находится сейчас в мощнейшей переговорной позиции. Запад он может пугать Путиным, а Путина Западом. И у того, и у другого требовать при этом плюшки и скидки. Ну а самому Путину остается лишь молиться, чтобы сильный друг Си не перестал с ним дружить. Иначе побьют и свои, и чужие. И никакие фильмы с Джеки Чаном тут уже не помогут.
Продолжение следует.